Стрельцы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на ноябрь 2023 года. Мы с вами посмотрим, проанализируем предстоящий событийный ряд. И помогут нам в этом Шок Трайб Таро, а также Ленорман Силуэт. Они будут сегодня выступать нашими помощниками в просмотре предстоящих событий. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, на совместное чтение карт. Обращайте внимание на визуальный ряд. Кстати, карта вышла уже сразу как фоновая. А мы с вами посмотрим, какая цепочка событий вас ожидает. Итак, общие энергии месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личная жизнь и предостережение от карт. Выложу так, чтобы вам было хорошо видно. Итак, фоновая вышла, раз она просится, значит, нужна эта информация. Десятка чаш. Десятка чаш — это, безусловно, вопросы, связанные с семьей, с вашими близкими, с вашими родственниками. Для кого-то это становление союза, для кого-то обретение второй половины. Ну а в целом это карта установления гармоничных отношений с вашими близкими. Может быть, вопросы примирения. Да, но для кого-то это еще важна и актуальна тема семьи. Если мы будем смотреть общие энергии месяца, здесь ложится аркан Мир. Как это связать воедино? Для кого-то это переход на новый жизненный цикл, новый жизненный этап, повторюсь, как создание отношений, а для кого-то это воссоединение с близкими, то есть приехать к ним или вернуться на родину, или, допустим, родственники приезжают к вам. Потому что, видите, вот все свое ношу с собой. Голова — дом советов. Ну и как следствие, опять же, головная боль. По принципу беспокоиться за близких, решать их вопросы, их проблемы, брать на себя ответственность за их какие-то ситуации, помогать им в чем-то, в адаптации, опять же, ну, то есть тут всячески способствовать вашим близким. И вот у вас вся эта тематика будет сконцентрирована на этом. Я даже дотягиваю карту дополнительно, чтобы раскрыть карту Мир. Здесь у вас ложится девятка чаш. Во-первых, это благоприятные эмоции, это радость, это счастье, это эмоциональное насыщение, это физические удовольствия. Для кого-то может еще ознаменоваться как обретение второй половины, может быть, даже знакомство в поездке или через интернет. Ну и в принципе это поездки на отдых, потому что это все, что радует, воодушевляет и действительно приподнимает ваше настроение. Если анализировать вопросы работы, у вас здесь ложится десятка жезлов. Ну, то есть с работой вот здесь полнейший аврал. Почему? Потому что десятка жезлов — это работы много рабочих задач, поставленных перед вами проектов, целей, планов. Поэтому, да, придется выгребать все и сразу. То есть скучно вам не будет, это факт. Если смотреть и анализировать ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает и по ряду причин работать не может, то десятка жезлов и паж чаш — это забота в первую очередь о детях, о внуках, если у вас таковые имеются, или это сложности с тем, чтобы попытаться монетизировать свое хобби, вывести его на какой-то профессиональный уровень, то есть получать не просто удовольствие от процесса, но и, конечно же, то, что вас будет подпитывать и мотивировать, то есть финансовую составляющую. Если вы у нас являетесь соискателем, то десятка жезлов и туз мечей говорят о том, что будет действительно сложно, потому что по этим картам это в первую очередь даже не вопрос большой конкуренции, а именно найти в той нише, в которой вам бы хотелось, и на тех условиях, на которых вам бы хотелось. Но семерка жезлов показывает, что вы сможете достичь цели или результата, несмотря на то, что будет ряд трудностей, препятствий. Но, знаете, как везет тому, кто сам везет, поэтому у вас здесь все будет получаться. Для тех, кто у нас является наемными сотрудниками, у нас ложится тройка монет. Это, в принципе, карта работы, аркан оттачивания вашего мастерства, обретение новых навыков, это повышение уровня квалификации. Это могут быть, помимо всего прочего, какие-то дополнительные обучения, какие-то, может быть, мастер-классы, где вы будете повышать уровень вашего профессионализма. И если смотреть ситуацию для тех, у кого свой собственный бизнес, то у вас десятка жезлов и десятка мечей. Это, знаете, как окончание крайне важного или сложного цикла. Объясняю. Если вопрос касался вопросов продажи бизнеса, закрытия бизнеса или процедуры банкротства, то он завершается. И если бизнес у вас действующий,
то здесь настолько как бы загружены вы будете какими-то проектами, задачами, знаете, вот как успеть все и сразу. Но дотягиваю карту, получится ли? Смотрите, по 4 монет получится. Как бы сложно это все не происходило, но тем не менее вам удастся завершить все начатые проекты, довести их до ума. Поэтому здесь все в порядке. Финансовая сторона вопроса. Падает аркан маг. По магу это все прекрасно. Почему? Потому что маг – это когда деньги идут вам в руки. Не за красивые глаза, безусловно, а за дип-отношения, за манипуляции, за, опять же, поскольку маг – это уровень профессионализма, за ваши профессиональные качества. Но с доходами здесь будет все в порядке, потому что маг – это всегда прибыль. Это всегда увеличение ваших финансовых возможностей. Ну и, конечно же, ваша радость от происходящего. Если смотреть вопросы здоровья по 7 чаш. 7 чаш это называется все и сразу. Иными словами. Конечно же, здесь акцент в первую очередь на вопросы кровотока, лимфотока, потому что и отечность, и одутловатость, застой жидкости в организме. Но и помимо всего прочего, это ситуация, когда одномоментно там колет, там тянет, там болит. То есть вы понимаете, что нужно больше отдыхать, высыпаться, пытаться восстанавливаться, потому что 7 чаш – это опять же рой мыслей, которые в вашей голове, которые вам не доставляют возможности отдохнуть, успокоиться или жить размеренно. То есть это постоянно какие-то цели, идеи, задачи, выше, быстрее, сильнее, и это, конечно, может несколько вас дестабилизировать. Вопрос личной жизни. Здесь у вас ложится король монет. С одной стороны, конечно же, это карта взаимодействия с мужчиной земной стихии. Телец, Дева или Козерог. Безусловно, в первую очередь это актуально для девушек и женщин. Для мужчин это, в принципе, закрепление своего статуса и авторитета в отношениях. Это вообще карта стабильности. То есть привести союз к стабильности, дать какую-то базу, какую-то почву, опять же, совместные крупные покупки и укрепление отношений в целом. Но мы все равно будем смотреть и прояснять эту ситуацию. Для тех, кто у нас свободен, здесь ложится 8 чаш. Может быть знакомство с человеком на расстоянии или в поездке, и в этом случае информация в большей степени будет актуальна для девушек и женщин, как вы видите. Для мужчин сейчас посмотрим, что у нас здесь. Опять же, для мужчин тоже, видите, карта колесницы. Все-таки карты созвучные. Потому что здесь как проявить внимание, желать закрепиться в отношениях с человеком издалека. Вот о чем говорят арканы. Если вы у нас в любовных треугольниках, то король монет и тройка мечей указывают на ситуацию, что вы будете выходить из связи на стороне, неважно, мужчина вы или женщина, да, и оставаться в тех отношениях, которые, допустим, у вас были ранее. Но это для тех, кто у нас замужем или женат. Для тех же, кто у нас любовник или любовница, то здесь, видите, 5 чаш. Это как потеря этих отношений, разрушение этих отношений. Увы, но здесь это как отпустить ситуацию и идти в новое. Так, для тех, кто у нас в стабильных союзах, что у вас здесь? У вас по пажу монет. Это все-таки акцент на вопросы сбережения, накопительства, акцент на детей, продолжение рода, опять же, финансовых вложений ваших детей, ваших внуков. Это, в принципе, какие-то общие материальные интересы, но которые скрепляют вашу семью. Ну, например, вы покупаете там недвижимость или покупаете авто, то есть какие-то общие такие вложения, которые еще больше укрепляют ваш союз, то есть идут вам во благо. Если смотреть совет, у вас даже на совет падает 10 монет. Карта, которая говорит о сплочении, о ситуации, когда нужно укреплять взаимоотношения с близкими, с родственниками, ценить семью, укреплять эти связи. Опять же, если им необходима финансовая помощь, то помогать, финансово поддерживать. Ну, и этот период будет крайне благоприятен для крупных финансовых сделок, покупок. То есть, если вы стремились что-то приобрести крупное для своей семьи, будь то недвижимость, авто, может быть, какие-то акции или во что-то инвестировать с целью на будущее, то самое время. Если смотреть и анализировать неожиданность периода. Итак, у вас здесь ложится корабль, якорь, карта мыши и дно колоды у нас ребенок. Итак, здесь новое начало, потому что корабль, якорь, мышь – это как бросить якорь на новом месте, будет то в плане работы, в плане переезда, эмиграции, смены места жительства. Опять же, просто новые начинания. Движение вперед, новая стабильность. Да,
Будут сложности в получении этой стабильности, но видите, дорога вам открыта, путь открыт. Потому что по ребенку, как правило, это идти в новое с легкостью. Это в первую очередь, знаете, как уверенность в выборе направления в вашем пути. Поэтому вы понимаете, что это вы делаете на будущее, для стабильного развития. Здесь очень позитивные аспекты. Мы вам так и закроем, чтобы все шло только со знаком плюс. Вы же, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, созвучна ли с вами эта информация, как она в принципе для вас отыгрывается, резонирует с вами или нет. Я вам буду признательна за обратную связь, за вашу коммуникацию. Для тех же, для кого актуальны индивидуальные консультации или же обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас благодарю за просмотр, за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.